Друзья, всем привет! Мы находимся в Китае, в городе Ханчжоу, где сейчас проходит турнир World Esports Championship, известный также как WEC. Сейчас я проведу вам небольшой обзор, экскурсию по месту проведения. Как было заявлено, собственно, везде, где появился анонс о турнире, что турнир будет проходить на стадионе «Желтый дракон». Вот он за моей спиной, но, к сожалению, турнир будет проходить не там, он будет проходить вот здесь. Я не знаю причину, ее нам не озвучивали. Возможно, изначально планировалось, просто было недопонимание. Но, тем не менее, турнир уже начался, и мы сейчас посмотрим, где и как он проходит. Прежде всего, несколько слов, где он проходит. По месту дислокации это центр города Ханчжоу. Вот видите его окрестности. Вот это не туман, это смог. Сейчас мы пройдем контроль. Вот здесь регистрация, но должен сказать, что людей практически нет, на удивление. Чемпион интернешнл. Запустили внутрь. Прежде всего сразу покажу сцену и зал. Вот проходит это вот так. Как видите, людей практически вообще нет. Здесь немножко. В принципе, только что завершился матч по доте. Команда Newbie выиграла свою первую игру 2-0. Было чуть-чуть больше людей, но на удивление Китай вроде как бы Мекка и место, где родились чемпионы нынешние интернешнл, но тем не менее. Сами все видите. Давайте пройдем, покажу дальше. Здесь находится весь продакшн этого турнира. Вот эта зона, это пресс-арея, где, собственно, все журналисты, как видите, активности немного. Все кто скучают. Интернет здесь, мягко говоря, не очень. Google, YouTube, все заблокировано правительством, собственно, Китая. И поэтому многие откровенно скучают. Вот сейчас не видно. Первый матч по доте проходил вот, собственно, на этой же сцене. И, что удивительно, все игроки были просто в наушниках, капельках, которые вставляются непосредственно в уши. Это означает, что при таком звуке комментаторы, которые комментируют и, соответственно, показывают звуки и демонстрируют из игры, все слышали. То есть, как только там начинает бить Рошана, все это слышно. Почему, откуда и как вообще такое возможно? Все-таки все уже опыт проведения и у WEC есть, и у и других турниров. На данный момент непонятно, почему это произошло, но вот, как видите, сейчас уже вот один игрок находится в наушниках, но и тем не менее все равно непонятно, насколько это наушники вот так называемые вертолетные, которые не пропускают шум. Посмотрим, как будет в других играх.
Дополнить этот момент с наушниками. Хочется сказать, что пообщавшись с организаторами, они объяснили тем, что тут на ВЕКе работают 4 команды. 4 группы людей, которые отвечают за организацию, собственно. И, скорее всего, те люди, которые занимались управлением сцены и подготовкой, были просто не квалифицированы должным образом, чтобы все подготовить на подготовительном этапе. Сейчас мы пройдемся, собственно, в задворки этого стадиона, где уже началась игра Нави. Вернее, сейчас должна начаться уже ровно в половину. Сразу скажу, тут будут 2 комнаты, в которых находятся все игроки. Помимо сцены, также игры проходят официальные здесь. Игроки здесь смешанные, как находятся игроки как из дисциплины Hearthstone, так и из StarCraft. Ну, из Dota, соответственно. Вот тут девушки. Это организаторская кабинка. Комнатка, вернее. Ну, если честно, то турнир похож на некое мероприятие во дворце спорта. Вот запомните вот эту девушку. О ней будет отдельный сказ. Так. Вот видите, здесь первая комната. Команда Нави уже на местах и готовится играть. Как видите, уже пики. Давайте сразу посмотрим. Райс! Райс! Так, ладно, не буду томить, сразу расскажу об этой девушке. Это чрезвычайная, возможно, даже фанатичная фанатка Дэнди. Буквально все время она находится рядом с ним. Утром на завтраке она просто, вот, не стесняясь, подошла, сказала: я хочу сидеть здесь, я буду сидеть здесь. Ну и Дэнди уже немножко шугается. Это действительно, знаете, шутка шуткой, но может быть похоже на какую-то фанатичность из разряда американских голливудских ужастиков, когда люди просто сходят с ума. Ну и, соответственно, китайцы, они, в принципе, где-то в этом схожи вот с таким образом. Они вот наивные, милые, ну, совсем другой менталитет и другое понимание, что у игрока может быть какое-то свое личное пространство, иногда это может напрягать. Но... Смотрите, какой интересный коврик. Опа. Видите, небольшой спойлер, потому что анонсов таких ковриков еще не было. Так, сейчас посмотрим, что у нас по пикам. Вот, новый капитан команды Нави, Артем Баршов. Кто их звал в лобную? Знаешь, Олег? Ты сидишь, а китайцы в ловушке. Бежать некуда. Спасайся. Она за тобой, Даня. Мальчик уже идет. Твой маленький персональный. Не, меня просто создали. Пока Минхай, я не знаю, типа, Минхай вперед. Поехали, Вперед! Вперед!
Собственно, видите, как проходит процесс пиков. Достаточно интересно. Как будет себя проявлять новый капитан. Пока что советуется. Like advantages. Warlock is pretty good. I don't know if you want to to be honest. Warlock's is mediocre, I think. I mean, like, he's always good, I think, but like, it's not specifically good. I mean, we have. I think it's really strong races. If you have like 2 rovers, maybe or 1 rover even. I like it also against Bedrider because we can post initiate after less than faster. We can initiate with 1 or 2, and the heal is really good. Revenge is way better than that for like countering. Будем брать сейчас Фуриона или сейчас Тинкера возьмем? No, I think I like the next. Что-то, что на легкой. Because like. Не, нам будет... Нам 100% не нужен герой, который товара ломает. У нас пока килла много, а пуш потенциала мало. Ну все, чтобы что-то товара ломало. То есть Фурион либо Веном сейчас. Я за Фурион. Поехали! Это лесное чудовище! Глеб! Что никто тогда сделать может? Глеб, знаешь, какие спылы у него? На голове, короче, серьезно говорю, грибочек есть? Нет. У него нет грибочка на голове. Никуда не ходит. Мы играем. We should keep Elder Titan open, right? Я can't believe Elder Titan open. Ну что нам будет что? У них тут, смотри, Не, ну Вивер, на Вивер нам пойти Сларка вот играли. У нас Вивер это против Сларка такое. Right, that's like you're putting Enigma into Lich shot. Like, Сларк может в куполе Не, ну, подсвечивается. типа, я понимаю, но это тоже... Enigma Сларка купол ставит, он пойти на даже Warlock fine now. I mean, if Enigma We is just get Warlock now. Надо, чтобы саппорты просто килять. А Сларка просто так не and we push, we're gonna Остальных героев типа еще Let's можно go килять. Warlock now. Just. Then we can also If you have Warlock, you're not getting Enigma. Нити противолегейми вообще слабые. Ну Тинкера убрали, что типа похер. Сларк. Короче, Сларка давайте. Да фильм не должно. What about Elder Titan? Нет, мид голова, типа, вообще, она типа сплитует, ну хотя Тинкер тоже, кстати, не плохо. 2 стрэнджевика и саппорты тоже режутся им легко. Here's always good. Ну да, слушай, на Тинкера типа, Kind of need a fear here. ну на панду пофиг, ну по идее. I think Lions. Не знаю, я бы пикнул Виномать. Disruptor isn't bad either. Типа что, прийти в темпор насос, и мы ровно бегаем, и пушки ломать можем. I think Elder Titan really Визы нам хватит, по идее. it's gonna go with your team. I think carries. Yeah, I like Elder Titan. Опачек? Like they have more. Блядь, сиси, что ты? Ты же говори. Поехали. Ой-ой-ой. Тоньки паджика дали. Нормально. Пойдем на гору, Эншита У зачем? нас все-таки best of 3 можно первый. Гору зачем, Эншита? Так, я сейчас быстро Picking up when Fat's on. вернусь. Быстренько покажу вам, все-таки закончу обзор, как он тут все выглядит. Одна комната, буквально сразу вернусь на начало игры. Вот тут Хардстоунер сидит. Собственно, вторая комната находится вот так. Вот здесь. Организаторы, судьи, ну, если честно, всего не знаю. Но нам, в принципе, больше интересно дота, поэтому, ну, если честно, то это все. Собственно, больше посмотреть нечего, поэтому, ну, разве что вот задворки сцены. Посмотри, как конструкция выглядит. Ну, в общем, я пошел снимать игру.